Всем привет! Меня зовут Ольга, и я живу в Китае, в городе Чэнду. Знаете, когда переезжаешь в другую страну, готовишься к разному. К языковому барьеру, конечно, к непривычной еде, к тому, что ничего не понимаешь, совсем как маленький ребенок. Но к тому, что тебя повсюду будет встречать панда, не готовишься. А она встречает прямо в аэропорту. И потом на каждом углу. На стенах, витринах, экранах, сумках, даже мопедах. Просто пандовое безумие какое-то. Хотя теперь я и сама улыбаюсь каждый раз, как вижу их. Уже втянулась. Ладно, хватит вступлений, едем смотреть настоящих панд. Полное название парка панд – исследовательская база по разведению гигантских панд в Чэнду. Ее основали в 1987 году, когда стало понятно – панды исчезают. Начиная с 6 животных, сегодня здесь живет крупнейшая популяция в мире – 260 особей. Сейчас вот тут билеты, вот автоматы и просто касса. Оказалось, что те, кому больше 60 лет в нашей группе были такие люди, билет бесплатный. И еще для студентов скидка, по-моему, 50%. А так билет стоит 55 юаней. Студентам 27. Только не забудьте взять с собой паспорт для подтверждения возраста. Вход в парк через сувенирный магазин, конечно. Китайцы есть китайцы. Даже подушечки, рубашечки, какие-то шапочки, накидочки, рюкзачки. Красота такая, как всегда. Очень красивый ухоженный парк на входе. Через 10 дней будет китайский Новый год. Поэтому все украшено. Планета панд. Смотрите, какая огромная там внутри сидит. Сейчас покажу. О, какой мальчик. О, какой. Все у него фотографируются. Ух, какие здесь заросли. Бамбука. Чтобы пандочкам было что покушать, похоже. Гигантский бамбук. Прямо вот такая арка из бамбука. Кстати, маленькая справка, потому что я и сама этого не знала. Красная и большая панды не родственники. Гигантская или большая – это медведь из одного семейства с бурым, полярным и гималайским. Его имя по-китайски переводится как «большой медведь-кошка», а красная переводится как «малая медведь-кошка». Общее у них только название и любовь к бамбуку, но и то, что обе живут здесь. У каждой панды здесь есть свой паспорт, где указано ее имя, дата рождения, пол, имя матери, а также краткое описание особенностей характера и внешности. Это просто настоящая страна, Пандаляндия, с гражданами и гражданками. Сейчас я попробую подойти. Так. А, вот он. Надоели все, пошел домой. И смотрите, кто тут. Вот кто тут. Вот кто тут сидит. Отдыхает, как на кресле. И сидит и кушает сейчас.
Ох, достали эти туристы. Не спрятаться. Они едят часов 14 в день. Кувыркаются, падают с бревна, снова едят и смотрят на тебя с таким спокойствием, будто давно решили не торопиться. Вот сидит один наверху. Вот там, похоже, родитель спит. И вот второй родитель. А ребенок на дереве спит. Панда в дзене. Ленин на разливе. Мыслитель. Интересно, он спит или не спит? По-моему, глаза закрыты. Да, Мишка косолапый, точно Мишка. Что он себе задумал? Сделаны лежанки, чтобы удобно было отдохнуть. Что он сейчас и делает. Это 3D-картинка с пандами и обзорная башня в виде ростка бамбука. У каждого вольера с пандой ходит такой человек в форменной одежде. Что-то у него написано. А написано вот что. Вон там шевелятся. Вот они. А это дорожки для осмотра панд в вольерах. Лучшее решение в этом парке. Вот автобусики ходят по территории. Билет покупаешь, и тебя довозят до определенных точек. Парк очень большой. А теперь красные панды. Кстати, их ученые классифицировали в 1825 году, на 44 года раньше, чем больших панд. Красная ближе к енотам и куницам и единственный представитель своего семейства пандовых на всей планете.
Панды. А вот народ, который их смотрит, фотографирует. Вот такая толпень. А они еще по деревьям лазают. Ну, как медведи или кошки.哇，这么多啊！哇塞，那就来了。来了。Все, идем на выход. Парк огромный, более 240 гектаров. Вот его схема, смотрите. Мы зашли в парк отсюда, в южные ворота, а вышли здесь, из западных. Прошли не все, видели не все. Но посмотрели и гигантских панд, и красных. В целом можно зайти с южного входа и посмотреть и тех, и других. Тут же выйти, не углубляясь в парк. Но это если вы очень спешите. Хотя полного впечатления от парка вы, конечно, не получите. Лучше спланировать на посещение полдня, чтобы спокойно прогуляться по парку и насладиться его природой и обитателями. На мой взгляд, к тому же, самые удобные для обзора дорожки находятся именно здесь, ближе к западному входу. Главный сувенир из Чэнду – панда, конечно. Вот, смотрите, какие бывают варианты. На любой вкус и бюджет. Я живу здесь, а не в гостях. И у меня панды уже оккупируют квартиру. Одна на полке, одна на диване, одна на сумке, одна сама сумка. 3 на рабочем столе. Вот, посмотрите, 1, 2, 3. Даже почти 4, если учесть этот пакет. А еще в центре города есть торговый центр IFS. И по нему карабкается огромная панда. Прямо по фасаду. Спокойно, так по-хозяйски. Эта скульптура выглядит так, как будто она просто шла мимо и решила залезть. Для фото сюда приходит весь город. И туристы, и местные. Я тоже пришла, конечно. Вот тогда я окончательно поняла. Здесь панда не символ, она хозяйка. Я переехала сюда, чтобы понять, каково это жить в совершенно другой культуре. Другой язык, другой ритм, другие ценности. Но есть вещи, которые объяснений не требуют. Панда на стене, и ты уже чуть-чуть дома. Чэнду такой город. Большой, громкий, острый на вкус, но с очень мягким сердцем. Я здесь разбираюсь, как все устроено, и рассказываю вам. Подписывайтесь. Впереди еще много всего интересного. Чэнду. Здесь правят панды. И мне здесь нравится.